Привет, друзья! Меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас на обзоре фуз от компании Joyo Voodoo Octave. Поехали, послушаем. Итак, друзья, фуз, кто не знает, одна из самых творческих педалей, которые вообще можно представить. Это не обычный дисторшн, а если уж он еще и октав фуз, то есть с октавой вверх, то тут вообще пляски с бубном, и слушать надо многое внимательно. Давайте посмотрим на органы управления, чтобы понять, что крутить. У нас есть два включателя. На одном написано True Bypass. Видимо, это вкл-выкл. И Octave Up. Очевидно, это включает в фузе октавку вверх. Три ручки и одна туда-сюдашка. Три ручки фуз, соответственно, уровень гейна, тон, соответственно, как-то меняет тембр, тембральный окрас, volume меняет громкость, и normal и mid-cut. Mid-cut, видимо, вырезает середину. Но у фузов это все надо слушать, потому что он вырезает середину в мыслях создателей педали, а на практике взаимодействия с усилителями все может быть вообще и не так однозначно. Ну, поехали. Давайте начнем с чистого звука. Чистый звук у нас звучит вот так сегодня. Давайте просто поставим все ручки на центр, normal, и включим сначала, послушаем просто его в режиме фуза. Как слышим, это скорее такой фузфейсоподобный, хотя совершенно не фузфейс, но точно не в мафы фуз. Да, он такой гладкий, совершенно не глитчит. Да, то есть у него вот этих резких прерываний в звуке нет. Как слышно, сустейн у фуза потихонечку умирает. Да, остается всего лишь шипение, поэтому выключил педальку. В отличие от, например, Zvex Fuzz Factory, который на определенном уровне громкости гитары резко вырубает, да, это называется гейт у дилея, да, у дилея. У фуза это называется гейтом, здесь педаль не гейтит. В связи с этим, скорее всего, можно поработать с ручкой громкости. Давайте посмотрим, опять же, на вот параметрах все по центру. Полная громкость. Тихонечко убираю. И можно добраться до какого-то параметра, на котором он почти чистый. По легендам, именно так Джимми Хендрикс на своем фузфейсе получал свой чистый звук. Да. Ну, чистый звук получается такой рисковатый. Да, если мы попробуем вернуть обратно громкость. Прикольно, любопытно. Давайте посмотрим, как работает здесь. Ну, начнем с ручки фуза. Посмотрим, какой здесь минимальный уровень гейна, какой максимальный. Минимальный, соответственно, просто выключен. На первых буквально, да, вот сколько это? На первых 5% хождения ручки громкости, ручки гейна, происходит такое резкое включение. Да, давайте двинемся дальше по громкости.
Тембрально ничего не меняется, где-то от без 15 и до максимума. Меняется только количество гейна, видимо, в руках. Да, тут уже на уровнях гейна от без 10 где-то до максимума меняется только то, насколько отзывчивый фуз и насколько нужно активно играть. Да, сустейн удлиняется, укорачивается. Забавно, оставим где-нибудь на без 10, так, чтобы нота быстрее затихала, и мы быстрее слышали, что вообще меняется в тембре. Давайте послушаем ручку тона. Ручка тона достаточно гибкая. Я, если честно, даже удивился, насколько она гибкая. Она сильно меняет структуру перегруза. Так можно фуз подстроить под ваш усилитель и под вашу гитару конкретно. Это круто, это здорово, очень разнообразно, очень гибко звучит фуз по структуре. Впечатляюще даже. Я бы даже сказал, что это впечатляюще, честно. Послушаем Normal Midcut. Такое чувство, что они встроили настолько много схем, настолько большое количество вариаций в свою схему, насколько это возможно. Midcut опять поменял полностью то, как звучит этот фуз. Гейн затухает все так же плавно, но давайте теперь послушаем громкость по фузу, посмотрим, как он меняется с мидкатом. Все так же на первой части ручки драйва, да? Фуз почти не поменялся, ручка гейн, да, почти не поменялась по действию. Я даже скажу, что вообще не поменялся. Опять же, скажу еще раз, очень гибкий по настройкам, по тембральным характеристикам этот фуз. Давайте его еще заодно послушаем в перегруженный канал усилителя, потому что это тоже часто имеет значение. Итак, перегруженный канал звучит так.
Вот перегруженный канал звучит тоже прикольно. Опять же, если просто сравнить прям напрямую. Перегруженный канал в чистый. Помним, что фуз сильно меняет свое качество звука, если вы играете в перегруженный комбик или там в педаль перегруза или в чистый канал. Сильно меняет свои характеристики фуз и от смены модели усилителей. В Fender будет одна картинка, в Marshall будет другая, в Vox вообще третья. Надо это помнить, всегда подбирая педали перегруза, педали фуза, что они зависимы от последующего каскада гейна. Ну что, с этим поиграли, давайте послушаем октаву вверх. Я, естественно, подойду к этому со своей колокольни, я еще особо не слушал, все при вас, все живые реакции, живое кручение кнопочек. Octave Up обычно, еще и название Voodoo Octave, как бы намекает нам на педаль Octavia, которой пользовался Джимми Хендрикс. У педали Octavia такая фишка, и вообще у октафузов такая фишка, они работают на нековых, желательно синглах, желательно приубрав немножко громкость, и тогда они дают яркую октавку вверх. Как здесь это реализовано, непонятно, но заранее скажу, что у фузов эта октавка вверх не всегда... Это не октавер, это не питч-шифтер, это не то, что мы ждем, когда включаем, да, октав-генератор, там, не знаю, OC5 от компании Boss, да, или, там, не знаю, POG от Electro-Harmonix. Это не те же самые октаверы, да, это октафуз, это другая история. Там разговор о том, что в какой-то верхней части тембра появляется какая-то новая частотка. Вот об этом мы сейчас говорим. И о том, что глюки у этого фуза случаются на октаву вверх. Ну, давайте послушаем, что здесь и как это здесь будет реализовано, и как здесь это будет работать. Итак, слушаем обычный октавер. Как ожидаемо, на ритм-гитаре практически это не сказывается. Послушаем, что будет на нековом сингле с приубранной громкостью после 12-го лада. Вот, здесь он хочет полную открытую громкость. А вот конкретно с моей гитарой, да, с этим усилителем, в который мы играем, Octave Up и Mid-Cut вместе не работают. Ну и хорошо, мы теперь зато нашли, где работает. На некотором параметре тон, да, это такая вещь, Octave Up, ее надо найти, где она хорошо звучит. Это, в общем, практически всегда у всех подобных педалей. Ну и послушаем в перегруженный канал. Перегруженный канал, практически никакого эффекта такого заметного октава вверх нет, но это и логично. Октава вверх — это такая капризная штучка, которую чаще всего используют, ну, не знаю, дай бог, если используют. Но если она нужна, ее здесь можно найти.
Ну что, вот такая педаль. Друзья, теперь вкратце о педали. Самое, наверное, классное, что есть в этой педали, давайте быстро сейчас заценим. Смотрите, вот звук. И вот звук. Педаль очень гибкая по своим настройкам, очень разнообразная по своим настройкам эквализации тембра. Это классно. Есть октавка вверх, это прекрасно. Питается 9 вольт центр-минус, так же, как питаются обычные педали, а не все педали фуза Octafuse, которые вы можете найти в основном на рынке. Там центр плюс. Здесь центр минус. Удобно, легче встроить в педалборд. Довольно большая джеки сбоку, но зато есть две кнопки, и Octave Up вынесена на отдельную кнопку, а не на свитч, как у большинства октафузов, что удобно. Приезжайте, слушайте, смотрите обзор, если у вас нет такой возможности, и принимайте решение. На мой взгляд, фуз очень интересный. Оставляйте свои комментарии внизу под этим видео, как он вам понравился. И, конечно же, подписывайтесь на наши социальные сети, на наш YouTube, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и что там еще нужно? Да вы и сами все знаете. Пока-пока. Почему? Нормально же было. Ну, Прикольно. Ну да. Можно ставить. Ну, можно еще Давай, раз давай. давай ставим. А там твоя фраза не врезалась? Не наложился Сейчас, пока-пока? вообще прикольно. Я что-то не... Не выкупил, блин. Дед. Я подумал, блин, прикольно. Нормально, все отрежется. Все, отлично.